сила создает невозможное. Эмоции остаются в памяти. Совершенство наполняет гордостью страну, над которой никогда не заходит солнце. Т-банк – спонсор фигурного катания. Добрый вечер, Санкт-Петербург. Город, который умеет принимать большие спортивные события. Рад видеть всех поклонников фигурного катания. И приветствую всех, кто с нами у экранов. Меня зовут Алексей Ягудин. Мы на льду легендарного спортивного комплекса «Юбилейный», где прямо сейчас начинается самый творческий и, конечно же, самый непредсказуемый турнир сезона – «Русский вызов 2026». Т-банк, которому доверяют более 55 миллионов человек по всей стране, восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, Т-банк желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Ни один из номеров, которые вы сегодня увидите, не показывали нигде и никогда. Мировая премьера здесь и сейчас, в Санкт-Петербурге. Главное правило русского вызова – это никаких обязательных элементов, никаких ограничений по музыке и никаких требований по костюмам. Чем именно покорять зал и наше жюри, каждый участник решает сам. Единственное пожелание нашего турнира – выступление должно вызывать настоящие искренние эмоции и доставлять зрителям радость. Любой спорт – это вызов границам возможного, но русский вызов идет дальше. Мы убрали все спортивные рамки, оставив на льду лишь магию катания. И вот именно поэтому оценивать выступления сегодня доверено признанным мастерам, для которых искусство и сцена – это смысл жизни. Дизайнер и модельер Алена Ахмадулина. Самая молодая прима-балерина Большого театра и лауреат международных конкурсов Елизавета Кокарева. Актриса театра и кино Екатерина Климова. Заслуженная артистка Российской Федерации, певица Пелагея. Народный артист Российской Федерации, лауреат государственной премии и обладатель 2 премий Грэмми Ильдар Абдразаков. Но и это еще не все. Мы знаем, как сильно болельщики переживают, когда фигурное катание судят люди не из мира фигурного катания. Спешу вас успокоить. Чтобы оценки были не только эмоциональными, но еще и профессиональными, мы пригласили в жюри легенд фигурного катания. Заслуженный мастер спорта Российской Федерации, призер Олимпийских игр, комментатор Первого канала Михаил Калида. Заслуженный тренер Российской Федерации, автор идеи турнира «Русский вызов» Александр Жулин. Чемпионка мира, призер Олимпийских игр Евгения Медведева. Чемпионка Европы, чемпионка мира, олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Олимпийский чемпион, президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе. И, наконец, третье, не менее важная сила нашего турнира – это вы, дорогие зрители. Да, сегодня ваш голос имеет точно такой же вес, как и оценки профессионалов. И ваш голос – это ваш билет.
Итоговый балл складывается из 3 равных частей. Треть дает творческое жюри, треть – легенды спорта и треть – зал. Для судейства у нас 2 критерия. Первый – это композиция. Оцениваем оригинальность идеи, музыку и хореографию. Второй – это представление. Смотрим на артистизм и качество исполнения. Каждый член жюри и каждый зритель выставляет участнику от 0 до 10 баллов. Все суммируется и получаем имя чемпиона. А на кону сегодня очень серьезные цифры. Абсолютный чемпион с максимальной суммой баллов забирает главный приз – 5 миллионов рублей. Ну, а если вдруг захотелось бы пересмотреть любимые номера, то полная версия турнира всегда ждет вас на сайте 1tv.ru. Ну что ж, правила ясны, жюри на местах, фигуристы готовы. Ну что, страна, начнем русский вызов 2026. Итак, встречайте фигуристку, которая открывает наш сегодняшний турнир. Анна Фролова. Он, правда. И, налетев на него, обняла, прижала к себе головой к груди. Левочка пишет историю, которая будет жить вечно. Мне кажется, Наташа Ростовой Левочка описал меня и сестру Таню. Я узнаю в ней свои чувства, свою порывистость. Я живу войной и миром, я дышу ей. Моя жизнь — это вечное переписывание чужих мыслей. Сейчас 2 час ночи. Я все переписывала. А завтра это будет опять все перечеркнуто и переделано Львом Николаевичем. Я живу его жизнью и пишу его словами. И все чаще спрашиваю себя, а где я? У нас в доме вечная война, а мира нет. Я переписывала «Войну и мир» 7 раз. Это была огромная работа, но я чувствовала себя в ней счастливой, живя в мире художественных образов Льва Николаевича. Я пропускала через себя каждое слово. И это мой духовный ребенок.
Анечка, браво. Героиня твоего номера Софья Андреевна Толстая. Она стояла у истоков такого даже произведения, как «Война и мир». И была рядом с Львом Николаевичем в каждой строке. Но ее имя, к сожалению, оставалось в тени. По-моему, прекрасное исполнение. Ну, давайте поаплодируем еще раз. Очень сложно открывать турнир, но это сделано достойно. Давай спросим сразу у Екатерины Климовой. Удалось ли тебе передать черты исторической личности вот с такой непростой судьбой? Екатерина, что скажете? Спасибо огромное, Анна. Очень красивое исполнение. И тут и Тургеневская барышня, и Татьяна Ларина, и все женские образы из русской классики всплыли в моей голове. Очень трепетное, нежное, тонкое исполнение. Честно говоря, немного мешал даже почему-то мне текст. Мне хотелось сосредоточиться на этом танце. Такие были красивые руки, изящные прыжки. Все так меня это манило, и как будто бы хотелось вслушиваться текст. Но ваше исполнение было блестяще. Спасибо. Спасибо. Прекрасная оценка. Ну, а теперь перейдем к части жюри спортивной. Александр Жулин, например, что вы скажете по этому исполнению? Мне очень вообще нравится эта фигуристка. У нее прекрасные всегда номера, очень проникновенные, и этот номер был не исключением. Очень жалко, что она катается первой, но мне кажется, что оценки будут очень у нее приличные, потому что номер был замечательный. Молодец. Спасибо. Пелагея, мы, правда, видели очень искренние эмоции. Сейчас эти сердечки, надеюсь, в наш с Аней адрес. Что скажешь по номеру и, конечно же, твои эмоции от того, что ты оказалась вот в мире фигурного катания? Потрясающий, потрясающий номер. Анечка, вы удивительная. И я хочу сказать огромное спасибо за приглашение, быть сегодня здесь. Огромная ответственность быть в жюри. Но при этом огромное счастье просто присутствовать на этом празднике фигурного катания. И название турнира «Русский вызов». Мне кажется, мы всегда этот вызов совершаем по отношению к самим себе. Самое главное. И сегодня мы здесь показываем, вы показываете, наши дорогие фигуристы, наша гордость национальная, показываете невероятную свою силу и талант. Я в восторге от номера. Совершенно не понимаю, как можно ставить какие-то плохие оценки. И вот я уже сейчас, не буду, ладно, но я в восторге. Спасибо огромное. Но если не понимаешь, то и не стоит. А можно, да? Можно. У нас можно все. Спасибо. А вообще, Пелагея, ты следишь за миром фигурного катания? Я с детства, как мне кажется, вся наша страна замирала у телевизионных экранов, и всегда наши фигуристы были самые крутые. Так оно и осталось. Ну, а теперь вопрос каверзный. Кто твой самый любимый фигурист? Мужчина. Никакого давления. Никакого? Абсолютно. Никакого. У нас всегда все по-честному, все вживую. Конечно, так сказать. Алексей Ягудин, конечно он. Благодарю. Ну что ж, после такого достойного ответа на очень сложный, правда, вопрос, мы перейдем к оценкам. Итак, Анна Фролова. Анна Фролова за свое выступление получает 17,95 балла. И получается, что Аня в данный момент лидирует в нашем русском вызове. Но не сбавляем темп и сейчас встречаем следующих фигуристов. Встречаем Александра Трусова и Макар Игнатов.
Александра Трусова и Макар Игнатов. Вот они, яркие представители новой дисциплины фигурного катания. Семейное парное катание. Крепкая классика про вечную любовь. Слушайте, ну наконец-то композиция закончена. Я думаю, ну где же, в какой части этого номера появится их любовь? Настоящая, самая искренняя золотая медаль в вашей жизни. Михаил, давайте, признавайтесь, вы сегодня заявились на турнир, чтобы легально оставить Мишу с бабушкой. И, наконец, вдвоем свидание. Ну, хоть и на льду, но все же. Да, конечно, именно для этого. О, посмотрите, какая реакция у Михаила. Все, он отнял у меня микрофон.
Теперь он новый ведущий «Русского вызова». Придется, наверное, вернуться на лед. Хотя многие, конечно, будут спорить с этим решением, но все же молодежь наступает на пятки. Кстати, я заметил, пока вы были на льду, Елизавета Кокарева очень внимательно следила и умилялась, если можно так сказать. Можешь несколько слов о том, что ты сейчас наблюдала? Добрый вечер всем. Я очень рада находиться здесь. И для меня это новый опыт. Обычно я всегда по другую сторону. Ну, конечно, не на льду. Я вообще не умею стоять даже на коньках и на роликах. И то, что вы делаете, для меня это что-то нереальное. И мне очень сложно сейчас что-то говорить, потому что под конец номера у меня просто ком в горле был. Это было настолько по-настоящему, искренне, эстетично, нежно. Я видела доверие в глазах, настоящие искренние чувства, и я поражена. Спасибо вам большое. Спасибо, но можно исправить ситуацию, при которой ты еще никогда не надевала на себя конечки. Наши двери всегда открыты. Хоть немного прохладно, но все же, как ты и говорила, эстетика и искренние эмоции. Ну что ж, ребята, я тянул время как мог долго, для того, чтобы ваш как раз отпуск, микроотпуск продолжался как можно дольше. Ну а теперь давайте все же посмотрим на те баллы, которые готовы же выставить жюри. Итак, 18,25. На лед приглашается Дарья Садкова. Закрой глаза, я жду тебя на крыше, я слышу голоса, побудь со мной, хотя бы кто-нибудь, хотя бы человек любой. Ты здесь, а я где, я не знаю, я пропал как в пустыне карнавал, и мне некуда идти. Смотри, снег тает, жуткий день календаря, февраль не знает, что улицы моря нас уносят в вечность. Этот город бесконечный. Этот город бесконечный. Мы останемся одни. А я не узнаю, где кончается февраль. Память с разрушительной силой обрушивается на этот город, а я в нем лица. Безоблачным небом закатываются звезды за ворот, и не случится в озере плавают расстояния. Память, черная память, страшная память не слушает нас, мы не видим начала, услышьте наш крик. Снегом заполнено горло, я стараюсь к тебе прискакать напрямик, легкие сперла, наши движения скоро
скованы, я не могу говорить, потому что мне холодно. Ветер сует мне письма в рукава, я не заметил, как потерял тебя, зима. Ваши аплодисменты, Дарья Садкова. Да, пожалуй, сыграть грустного клоуна гораздо сложнее, чем веселого. Даш, по-моему, очень удачный подбор музыки и антуража. Давай сразу спросим, вот пока ты подъезжаешь ко мне, спросим у Ани Щербаковой, которая очень внимательно следила за твоим соревновательным сезоном с позиции комментатора. Удалось ли тебе передать своим номерам вот этот февральский ветер и, конечно же, грусть? Вообще без слов. Анечка. Даша, спасибо тебе за этот номер. Очень радостно тебя видеть здесь, на русском вызове. Мне кажется, ради именно таких номеров мы ждем этот турнир, то, чего мы не увидим на соревнованиях, и когда спортсмены раскрываются с абсолютно неожиданной стороны. И этот номер, мне кажется, это точное попадание, и насколько ты передала драматургию, и насколько ты танцевально чувствовала вообще каждую ноту этой музыки, отыгрывала это. Мне кажется, что этот номер точно попадет в сердца зрителей. Спасибо тебе. Ну вот на 99% это как раз такие музыкальные композиции очень сложно брать в спорте. Анька, для тебя это сегодня было сюрпризом, что Даша вот явилась перед всеми нами именно в таком образе? Честно скажу, мне кажется, что Даше очень многие образы подвластны, поэтому я именно и ждала экспериментов и просто обрадовалась тому, что, мне кажется, эта программа как раз то, чего мы ждали. Спасибо большое. Анечка, тогда тебе осталось всего лишь оценку поставить, не более того. А я пока вот пообщаюсь с Аленой Ахмадулиной. Алена, у вас был опыт работы с миром фигурного катания? Да, был. Добрый вечер. Добрый. Ну, надеюсь, позитивный Конечно, опыт? позитивный. А где это происходило? А где это что? Где и когда это происходило, вот эта связь с миром фигурного катания? Мы создавали несколько костюмов для соревнований фигуристов. Четкий ответ на мои четкие вопросы. Ну что ж, оценки уже готовы, и мы готовы их огласить. Итак, Дарья Садкова получает 17,55 балла. Дашечка, спасибо. Удивила и поразила. И, самое главное, восхитила. Продолжает наш турнир дуэт Екатерина Миронова и Евгений Устенко.
аристократы, профессоры и кандидаты. Молодые и артисты, продюсеры и теннисисты, а ну-ка ногты и артисты. Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Ваши аплодисменты. Какой же стильный танец, стильный номер. Великолепная четверка на льду. И вы знаете, со стороны это смотрелось как настоящий сериал. Где ты до конца, до последней серии не знаешь, чем же все закончится. И я также обратил внимание, что очень внимательно смотрели члены жюри. И вот только начался ваш номер, я увидел, как Ильдар Дразаков сразу вы начали смеяться, улыбаться, вы прям расцвели. Рок-н-ролл что, жив? Жив. Добрый вечер. Всем добрый вечер. Екатерина, Евгений. Блестяще. Завели. Блестяще откатали номер. Блестящий рассказ любви. Мне кажется, где-то я даже увидел немножко нотку фильма «Человек с бульваров Капуцинов». Именно. И Евгений замечательной поддержки. Без всяких волнений. Обычно, когда партнер начинает поддерживать партнершу, ты думаешь, вот удержать, вот еще чуть-чуть, ну потерпи. Да? Мощно. Здорово. С задором. Так, ребят, вперед. Вы лучшие. Спасибо вам за это. Спасибо. Спасибо за теплые слова. Ну, значит, мы набираем определенные обороты. И наш турнир как раз здесь для того, чтобы поднимать всем нам настроение. Правильно? Ну что ж, оценки готовы. Итак, внимание. Екатерина Миронова, Евгений Устенко. 17,55 балла. Ну что ж, прекрасный результат. Мы благодарим за то настроение, которое вы подарили нам своим танцем. Ну, а мы движемся дальше. Итак, следующим на лед выйдет Андрей Мазалев при творческой поддержке Алисы Двоеглазовой. Put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up?
I can't stand. No, put me down. I put a spell on you. Because you're mine. Oh, yeah. Whoa. Stop the things you do. What's up? I ain't lying. Ow! Ow! I love you. I love you. I love you. Anyhow, I don't care if you don't want me. I'm yours right now. I put a spell on you. Because you're mine, mine, mine. Oh, you're mine. Андрей Мазалев, Алиса Двоеглазова здесь и сейчас. Для тебя Санкт-Петербург, для тебя Россия. Назовем эту главу Алиса, Андрей и колдовская пыль. Алиса исполнила мечту многих девушек. Просто так легко взять парня под контроль. Подъезжайте, ребят. И, конечно же, сейчас самое время узнать впечатления от многоуважаемых членов жюри. Но, кстати, вот была бы такая волшебная пыль для того, чтобы перед соревнованиями раз-раз, и нет страха, и все получается замечательно. Вот, например, Пелагея. Вот всегда улыбка на твоем лице. Кто бы ни выходил, кто бы что ни показывал. Если честно, то у меня помимо улыбки еще и слезы, причем на таких комических, юмористических номерах тоже. Потому что я просто, я в абсолютном шоке вообще от ваших человеческих и нечеловеческих возможностей, друзья. Потрясающе. Спасибо, Пелагея. Но российские фигуристы не только шокируют любителей фигурного катания нашей страны, но и всего мира. Мы это Так способны. было, так есть, так будет. Спасибо, так будет всегда. Да, спасибо. Антон, ты как гуру мира фигурного катания, если делать акцент на парное катание, два одиночника вместе, в одно и то же время на льду. Может быть, какая-то перспективная пара в будущем? Что бы ты сказал, что бы ты отметил? Добрый вечер. Ну, во-первых, я бы отметил Алису в этом номере. Великолепно сначала она кудахтала, а потом чудесно сидела на стуле. Очень хорошо. Ну а минимум действий, максимум внимания. Максимум эффекта. Максимум. Правильно. Ну, Андрей вообще очень классный катальщик, и в спортивных программах он здорово катается, у него очень мягкое скольжение и такой old school, который нам очень нравится, поэтому мы всегда внимательно следим за его программами. Ну и симпатичный номерочек получился. Я не могу только понять, почему судьям не дали попробовать того чудесного зелья, может быть, и оценки были бы другие. Антон, это не в формате нашего турнира. Жаль. Влюбленность, именно самое светлое и сильное чувство на земле, любовь способна творить чудеса. Согласен. У нас готовы оценки. И посмотрим, как зелье повлияло на оценки. Итак, Алиса Двоеглазова. Ну, конечно же, Андрей Мазалев. 17,45 балла. Спасибо, ребята, за настроение и улыбки, которыми вы наградили своим номером. Ну, а наше шоу продолжается.
мы приглашаем на лед Софью Самодурову. Я в театральном обучалась. Стихи умею я читать. Нас там учили очень даже. Я помню, правила просты. Вначале надо быть спокойной, размеренно повествовать и быть загадочной, но в меру, чтобы интрига между слов и со всезнающей усмешкой смотреть на зал, как на детей. Мол, я-то в курсе, я-то знаю тупую легкость бытия. Затем интригу потихоньку необходимо нагнетать, и делать это надо плавно и с поворотом головы. Произносить слова быстрее и в ноте как бы повышать, все выговаривая четко, не запинаясь, не бубня, рукой вот так вот помогая, показывая как бы что накал страстей уже в процессе, что кульминация вот-вот, и распростершь руки к залу, слова чеканить словно шаг, чтоб буква каждая слетала орлом двуглавым с языка. И даже если будут слюни, так это даже хорошо. Ты в образе, не замечай их. Ты дождь, ты вихрь, ты артист. Потом делить слова на слоги. Орать, да так, чтоб дрогнул зал. Внезапно. Только громкий шепот, и будет он мощней, чем крик. Как только перейдешь на шепот, еще раз крикни, чтобы всех дыхание перехватило. Сама что дальше вспоминай. И пауза. Ты вспоминаешь. И дальше вот. Еще одна. Офигеваешь и балдеешь, как классно можешь ты орать. И обороты избавить нужно. Слова раздельно говорить. Все так же четко, но раздельно, выдавливая как бы их. Дышать при этом надо часто. Как будто после боя ты, как будто 1000 километров бежала ночью с рюкзаком. Еще при этом очень важно, что происходит на лице. Глаза на мокром месте. И брови, чтоб вот так. Слова все тише, реже, даже проникновение, куда мурашки побежали, чтоб слеза. Когда финал уж очевиден, закрыть глаза и голову спустить на грудь, чтоб зритель понял конец стиха. Аплодисменты. Браво! Браво! Софья Самодурова! И да, вам не показалось, в этом номере не было музыкального сопровождения, что подтверждает важную рекомендацию нашего турнира. Спортсмен сам выбирает, чем будет удивлять зрителей и членов жюри. И кажется, на мой взгляд, и, надеюсь, на ваш взгляд тоже, все получилось.
Я, если честно, наблюдал за Екатериной Климовой, которая по окончанию номера, так же, как и я, крикнула «Браво!». Екатерина, что из этих правил поведения артистов вам близко? Все в сердце, Алексей. Я просто переживала каждую секунду. Софьи очень артистичное исполнение. Как клево, что это было акапелла, без музыки. И все мне понравилось в вашем номере. От костюма, от идеи до и блестящего исполнения. Ну и, конечно, этот текст, это все правда. То есть это мы испытываем, артисты, всегда, когда нас выбирают, когда нас отсматривают, когда нам нужно выходить и опять завоевывать сердца зрителей. Браво! Спасибо большое. А я попрошу прокомментировать Михаила Коляду этот номер. Миш, добрый вечер. Добрый вечер. Соня, я хочу сказать тебе огромное спасибо, потому что когда мы наблюдали за тобой, когда ты была спортсменкой, такого, что вот знаешь, взять я не видел, а сегодня увидел. Спасибо тебе огромное. Это было очень проникновенно, в десяточку прям. Спасибо. Мы надеемся, Михаил, что это прямо в десяточку. Ну, Получается, турнир «Русский вызов» действительно раскрывает спортсменов абсолютно с разных сторон. 100%. Екатерина, я все-таки к вам вернусь, потому что для меня Да. лично вот из всего многообразия того, что мы услышали, вот это «дыши», «дыши». И главное, все четко проговаривать. Может быть, это во мне играет уже возраст по поводу «дыши»? Или и правда это работает? Это работает. Очень часто в кино, когда нужно зайти в комнату, и камера мотора, и там какой-то ты бежал, или эмоцию, а тебе некуда бежать, ты в костюме, у тебя грим, звук, но нужно сделать вот это сбитое дыхание. Я стою за дверью, и до команды мотор прыгаю просто на месте, еще дыхание задерживаю и не дышу до команды начали, чтобы когда камера мотор начали, ты вбегаешь... И тогда говоришь текст просто, но сбитое дыхание это необходимо, когда это необходимо. И сейчас наступает тот момент, когда действительно необходимо итак глубокий вдох, выдох, и мы готовы уже получить баллы за данную композицию. Итак, Софья Самодурова. 18,40. Браво, спасибо. И это на данный момент позиция лидера. На лед приглашаются Алена Косторная и Георгий Куница. If I had my way, you would still be stuck on me. But when I wrung myself
Алена Косторная, Георгий Куница. Ваши аплодисменты. Итак, внимание. Кольцо на пальце. Ну что ж, абсолютно заслуженные овации зала. Но что-то мне подсказывает, что это похоже на документальную постановку. И сейчас узнаем у ребят, какой же процент правды о их семейной жизни. Ребята, добро пожаловать. Ну что ж, рассказывайте. Какая часть, больше, меньше? Присаживайтесь, отдыхайте. Действительно является реальностью вашей семейной жизни? Ну, как и у любой пары, есть, конечно же, и очень моменты безграничного счастья, но бывают и трудности, и злость, и это нормально, так у всех. Поэтому мы недалеко отходили от нашей жизни. Твое мнение очевидно. А теперь муж. Все не так, у меня самая лучшая жена на свете. Правильно. Это единственная возможность нам выжить. И правда. Но без любой наигранности, конечно, дорогие дамы, мы вас любим, обожаем, и вы все равно, вы основной двигатель любого жизненного прогресса. Женечка Медведева, как тебе номер? Эмоции, ну драйв, кайф. Ребята, спасибо вам огромное. Вы просто невероятную какую-то сложность показали сегодня в этом номере. При этом не забывая, что у нас все-таки шоу-турнир «Русский вызов». Я увидела в вашем номере сегодня все. И самое главное, что я увидела настоящую жизнь, правильно? Потому что бывают взлеты, падения, люди ссорятся. Кому-то что-то приснилось, правильно? Ну и главное же, чтобы это снилось, а не было наяву. Поэтому всем нам, пожалуйста, пускай Господь подарит спокойной семейной жизни, и пускай у всех будет такой же хэппи-энд, как у вас в конце этого номера. И себе я тоже этого желаю. Ну что ж, истинные эмоции, истинные слова молодой жены. Ну что ж, оценки уже готовы, и сейчас внимание. Итак, Алена Косторная, Георгий Куница. 18,20. Ну что ж, поздравляем вас с этим результатом и вновь благодарим за жизненный номер. На лед приглашается Мария Захарова. Алло, офис миссис Присли? Я это имела в виду. Офис Миранды Присли. У нее совещание. Не хотите оставить сообщение? Ага. Не подскажете, как пишется Габбана? Алло?
It's not just a magazine. It's a global icon. It's a global icon. Яркая Мария Захарова, ваши аплодисменты! Мария, мне кажется, данным номером реализовала мечту каждого офисного сотрудника. В пятницу вечером переодеться на ходу из рабочего, так сказать, в красивое. Прекрасно. У кого, как не у Алены, спросить, насколько твой номер попал в ее профессиональные будни? Ален, насколько вот точно Мария сейчас показала один день из человека из индустрии моды? Ну, Мария невероятно точно сформулировала этот образ. Он получился очень цельным. Простите. Получился невероятный образ, очень цельный. Эта история не про одежду, а про власть, про подчинение власти. И это было передано очень тонко, когда из мягких, мятых форм полное перевоплощение в гламурный, четкий фэшн-образ. Это просто потрясающе. И это было передано не только одеждой, но и движением, и музыкой. Невероятно. Спасибо за эту красоту. Спасибо, очень приятно. Алена, насколько я знаю, а возможно это и слух, вы знакомы вроде бы с главной героиней этой киноленты «Дьявол носит Прада»? Приходилось, да, встречались в Париже. О, интересно очень. И это действительно правда? Не правда, а правда? Это правда, она действительно выдающаяся личность в области фэшн, но у выдающейся личности всегда есть и отрицательные стороны, которые в этом фильме рассматриваются. Ну что ж, вот эти негативные какие-то стороны пусть останутся вне рамках и нашего турнира в том числе. А сейчас хочется попросить вас поставить оценку, и мы готовы огласить уже итоговый балл. Но самое главное, чтобы в жизни каждого человека была, конечно же, определенная власть. Но эта бы власть выражалась через движение, через в том числе и моду, настроение и, конечно, состояние души и сердца. Ну что ж, Мария Захарова. Итоговый балл сейчас появится уже на экране. Итак, внимание. 18,30. Ну а сейчас на лед приглашаются Елизавета Пасечник и Дарио Черезана.
Елизавета Пасечник и Дарио Черезана. Ну что ж, первый рогатц на районе, так сказать, Дарио Черезана. И великолепный даже в Сице Елизавета Пасечник. Лучшая программа культурного обмена, которую я когда-либо видел. Давайте сразу обратимся к Пелагее, естественно. Мы счастливы наблюдать тебя в рамках нашего проекта, но мы видим только верхнюю часть, а ноги, скажи, у тебя... ноги? Что это делали хорошо, что вы ноги? их не видите, я не умею так красиво. Ну что Но они? я хочу вам сказать, что у меня просто свело щеки вот, от улыбки, потому что спасибо вам огромное, друзья, за это настроение потрясающее просто, правда? Это что-то невероятное. И Дарио, ну я не знаю, мне кажется, что есть русские в вашей крови. Потому что с такой душой, с таким задором вы все это для нас станцевали. Спасибо за выбор этой композиции музыкальной. Я вот жду, когда у нас уже кадриль снова войдет в моду. Наши бабушки и дедушки так, между прочим, благодаря кадриле и знакомились. И мне кажется, что это незаслуженно забытый танец. Пора возвращать. Сказано, сделано. Здесь на льду наши фигуристы могут абсолютно все. Дарья, кстати, вот продолжаю тему, затронутую Пелагеей. Ты больше русский или кто ты? 100% русский. Все. Надеюсь, и баллы у Елизаветы Дарьи будут тоже 100%. Осталось только дождаться. Антон, у тебя когда-нибудь были руссконародные номера в карьере? Да, Леш, были. И не один раз. Но вот мне я очень... Яблочко, да? Яблочко, да. Я могу сбацать, кстати. Я знаю, что ты можешь все, как и я. Слушай, мне очень понравилось. Дарио Черезана выступает за Россию, а сегодня еще и с балалайкой, а потом еще с балалайкой-киборгом. Каким-то... Очень здорово. Дариус, мы очень любим тебя. И вообще мы внимательно следим в этом сезоне за ребятами. Они прогрессируют от года в год. И будем ждать вас на следующий сезон, уже в спортивный сезон. Желаем вам удачи. Спасибо, Антон. Ну что ж, а сейчас самое время посмотреть, насколько сильно повлияла вот огромная балалайка на размер баллов. Итак, 18,25. Прекрасный результат. Ну, а мы продолжаем. Т-банк, которому доверяют более 55 миллионов человек по всей стране, восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, Т-банк желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. На лед приглашается Ксения Синицына. Когда зима устанет где-то на полпути, когда растают реки, будут идти дожди. Эти дожди пройдут, и снова придет зима. Я не дождусь ее, мне не нужна она. Спектакль окончен, гаснет свет.
и многоточий больше нет. Останови музыку, спектакль окончен. Смотри, какое небо, небо меняет цвет. Заставь меня вернуться, пообещай мне снег. Темные облака, скоро начнется дождь. Не говори пока, ты меня не найдешь. Спектакль окончен, гаснет свет, и многоточий больше нет. Спектакль окончен, гаснет свет. Дамы и господа, Ксения Синицына! Огромное спасибо тебе, Ксюша. Спасибо за то, что этим номером ты показала изнанку этой профессии, когда овации стихают, и ты остаешься наедине в пустой гримерке или раздевалке. Браво! А я, собственно, уже готов пообщаться с Эльдаром. Эльдар, смотрите, вот вопрос как артисту, которому аплодировал весь мир. Какие ощущения обычно именно у вас после триумфа, когда вот вы возвращаетесь в гримерку, вы молча сидите, проходите вновь через те моменты, через которые прошли буквально несколько мгновений назад, или наоборот, вы более активный человек? Знаете, когда заканчивается спектакль, каждый артист, мне кажется, выходя за кулисы, уже занавес закрылся, думает о том, что вот это счастье быть на сцене, оно на какой-то момент прервалось. Но оценку твоего исполнения всегда тебе дает публика. И когда публика тебя оценивает, это ты слышишь возгласы «Браво», «Брависсимо», кидают цветы на сцену. И когда ты уже выходишь, есть немножко маленькая грустинка. Но, Ксения, в этом номере я увидел, что у вас был прекрасный спектакль. Вы его прекрасно отработали. У вас было счастье как на лице, потому что не всегда должна быть грусть после спектакля, то, что он закончился. А должно быть, когда это прекрасное исполнение, прекрасный спектакль, должно быть счастье и ощущение вновь и вновь того, что скорее бы вернуться на сцену и повторить спектакль, чтобы публика и овации публики не замолкали. Спасибо вам огромнейшее за это прекрасное исполнение. Это было потрясающе. Спасибо. Спасибо, Ильдар. Итак, уже оценки готовы, и мы готовы их огласить. Итак, Ксения Синицына. 17,95 балла. На лед приглашается Матвей Ветлугин.
Матвей Ветлугин. Мне хотелось бы сейчас пояснить для всех наших зрителей, телезрителей. Матвей посвятил этот номер спортсменам-паралимпийцам. Людям, которые каждый день, вопреки всему, доказывают всем нам, что возможности человеческого духа абсолютно безграничны. И я думаю, что вот так, стоя, как раз и есть самая важная оценка того, что происходит вокруг нас, через что проходят некоторые люди, личности, превозмогая себя. Браво! Матвей Ветлугин. Я увидел, как многие сейчас не смогли удержать слез, и в том числе Екатерина Климова. Как вам эмоции после увиденного? Вот это и есть русский вызов, да, юбилейный. Вы ощутили эту мощь, эту эмпатию, которую Матвей вызвал с первых вообще мгновений своего номера. Все было, конечно, блестяще исполнено, и подобрана музыка, и
в целом композиция сработала на то, что ты подключаешься стопроцентно. Всю историю я прочитала, можно было, Алексей, даже не пояснять, потому что то, что в этом году сделали наши паралимпийцы, и то, что вообще каждый год, какие они делают усилия над собой, и какие победы приносят для нашей страны, это поражает, восхищает. Я думаю, каждый из нас следит всегда за их победами, переживает за них. Но, Матвей, вы мой краш теперь. Все. Вот здесь, в моем сердце. Спасибо. Спасибо, Катенька. И давайте в очередной раз Дворец спорта юбилейный. Да что Дворец спорта юбилейный? Вся страна. Поаплодируем нашим паралимпийцам. Да и вообще людям, которые делают все для того, чтобы все равно двигать этот мир вперед. Екатерина, просим вас все же оценить данную композицию. Вот. Благодарим. Спасибо. Ну а сейчас внимание на экран. Матвей Ветлугин за свой номер получает Матвей, пока нет баллов, пока бесценный номер, ну правда. Скажи мне, чья была идея, что сподвигло тебя, чтобы создать этот мини-шедевр? Добрый вечер, юбилейный. Ну, конечно, не могло мимо меня пройти событие, которого ждали 12 лет. И, посмотрев на то, что сделали наши герои спорта, захотелось каким-то маленьким образом, хотя бы в течение 3,5 минут, оценить их вклад и их героизм, в принципе, по жизни, и сделать такой маленький номер посвящения, насколько это возможно, деликатно. И сделано это было просто в превосходной форме. А сейчас, внимание на экран, оценки готовы. Итак, Матвей Ветлугин за свою композицию получает 19,25. И Матвей становится лидером на данный момент. На лед приглашается Александра Байкова и Дмитрий Козловский. Нашим спортсменам отказано в участии на международных соревнованиях. Показал нашим фигуристам, спортивным парам и танцевальным Наши дуэтам. спортсмены не допущены до борьбы на международных стартах. Но это значит и на сами игры путь закрыт. Путь закрыт. И улыбаясь, нам ломали крылья. Наш стон порой был похож на вой. Немели мы от боли и бессилия. Шептали лишь «Спасибо, что живой».
что лживо и что свято. Мы это поняли давно. Наш путь один, всего один, ребят. Нам выбора, по счастью, не дано. Александра Байкова и Дмитрий Козловский. Саша, Дима, просто до мурашек, правда. Когда перед тобой закрывают двери, нельзя опускать руки ни в коем случае. И у вас, конечно, в этом танце был мощнейший посыл. Выбора нет, но таков путь. Мы здесь. И мы делаем все возможное для того, чтобы, вернувшись, вновь показать всему миру, что мы лучшие. Одни из лучших. Спасибо, ребята. Ну и, конечно, сейчас хотелось бы адресовать свои мысли Антону Сихрулидзе. И, конечно же, мы все хотели видеть наших спортсменов на международных аренах. Но при этом мы и правда готовы, чтобы весь мир знал, мы открыты для диалога, и чтобы в рамках наших турниров также выступали иностранцы. Что скажешь, Тош? Мне очень близки те эмоции, которые испытывают ребята, когда большие, мощные спортсмены, как Саша и Дима, не могут выступать на чемпионатах мира, Олимпийских играх. Становится больно. Да и, наверное, чемпионат мира, Олимпийские игры – это тот турнир, те турниры, где должны выступать сильнейшие спортсмены мира. И в парном катании нельзя сказать, что выступают сейчас сильнейшие спортсмены мира, потому что, например, Саши и Димы там нет. Но я уверен, что наши ребята не раз завоюют медали на крупнейших международных соревнованиях. Мы дождемся и победим. Спасибо. И, конечно же, мы верим в то, что эта ситуация, которая сейчас царит и не только в мире фигурного катания, она, конечно, завершится рано или поздно, и мы будем рукоплескать будущим победам наших фигуристов. Ну что ж, оценки готовы, и сейчас самое время их увидеть. 18,90 получают Александра Байкова и Дмитрий Козловский. На лед приглашается Софья Муравьева.
Ваши овации, Софья Муравьева! Мы все привыкли видеть в музеях застывшее величие. А Соня сегодня показала, что за этим холодным мрамором скрывается целая драма. Скрывается душа, чувства. Как всегда, Сонь, оригинальное исполнение. Ну и, конечно, тут же совсем юные поклонники, юные звезды фигурного катания. Сонь, давай сразу спросим Елизавету Кокореву по поводу задумки данного танца и, собственно, вот это послевкусие, которое, безусловно, оставил этот номер. Елизавета. Я могу сказать, что этот номер был такой глубокий. И так как я балерина, я все равно оцениваю больше пластику, тело, красоту, и на меня это больше влияет. И я могу сказать, что самое сильное впечатление в этом номере на меня произвели именно глаза. В них, по-моему, даже больше, чем в хореографии и в пластике, была выражена вся история, весь драматизм. Несмотря на то, что, возможно, я не профессионал, были какие-то помарки, я видела, что вы продолжали рассказывать нам историю, проживать ее. И это очень ценно и достойно большого уважения. Спасибо вам большое. Елизавета, помарок не было от слова совсем. И, конечно, каждый спортсмен является артистом, особенно если мы говорим о фигурном катании. И сам каждый спортсмен выбирает, через что дотронуться до членов жюри, до своего зрителя. Но баллы уже готовы. Итак, внимание! Посмотрим, как оценили эту мраморную драму. 18,55. Софья Муравьева. Ну, а что ж, меж тем у нас уже готовы промежуточные результаты, и сейчас мы готовы огласить эти имена. На третьем месте на данный момент расположилась Софья Муравьева. На второй позиции Александра Байкова и Дмитрий Козловский, ну а лидирует на данный момент Матвей Ветлугин. Я рекомендую всем зрителям в зале не забывать о своей очень важной миссии и пользоваться возможностью голосования. Ваш выбор очень сильно может повлиять на итоговое расположение участников. Фигуристы выдают одну мощную постановку за другой, и я вижу, что и членам жюри, да и нам всем уже просто необходимо прийти в себя. Подготовим лед для второй части турнира «Русский вызов» и увидимся ровно через 10 минут.
Петербург снова на связи. Я Алексей Ягудин. И огромное количество фанатов фигурного катания вокруг меня в юбилейном. И, конечно же, миллионы зрителей у экранов. Мы продолжаем турнир «Русский вызов» 2026 года. И если вы пропустили первую часть турнира, вы всегда можете посмотреть ее на сайте 1tv.ru. Ну а наш турнир – это не только борьба за призы, но и еще настоящий праздник спорта. И какой же праздник без подарков? Прямо сейчас мы берем небольшую паузу в конкурсной программе и передаем лед юному дарованию российского фигурного катания. На арене юбилейного показательного выступления Софьи Дзепки встречаем. Ваши аплодисменты, Софья Дзепка! Ну а нас ждет не менее захватывающая вторая часть турнира. Давайте не будем терять драгоценное время и встретим здесь следующую участницу. На лед приглашается Камила Валиева.
Камила Валиева! Ваши аплодисменты! А если быть совсем точным, красивое посвящение Рудольфу Нурееву от Камилы Валиевой. И, конечно же, хочется сразу обсуждать этот номер. Ильдар Абдразаков, вам слово. Боже мой, сколько нежности, сколько трепета, сколько чувств, эмоций, такая прозрачность, такая глубина и с тем же такая благодать. Камила, ну, я всегда вами восхищался. И хочу сказать, что вы, конечно, вы умничка, вы наше золото. И у меня тоже во мне течет и татарская кровь, поэтому я как немножко татарин, татарочки, хочу сказать «Зур Рахмат». Пригласите меня в вашу лодку, я тоже немного оттуда. Давай, Спасибо. Алексей. Но самый главный объем присоединяйтесь. в этом танце. Это произведение искусства, это навсегда, это на годы вперед. Но сейчас хочется спросить, отталкиваясь от предыдущих ответов Елизаветы Кокарев, ты говорила до этого о том, что ты смотришь за пластикой, ты смотришь как раз за этим объемом, благодаря определенным хореографическим па создается фигуристом. Но здесь не пуанты, здесь коньки. Твое впечатление? Я могу сказать, что сам танец был настолько невероятным в плане даже координации, когда ты должен быть очень сильным, но при этом очень плавно, чувственно, выразительно, красиво, эстетически показывать свой танец. В этом, наверное, заключается самая большая сложность — показать, что ты сам вот сейчас в моменте как будто бы импровизируешь, чтобы это выглядело настолько по-твоему, настолько естественно, чтобы люди просто наслаждались, не понимали вообще, что происходит, где они сейчас. И, конечно, я видела, что ты сама получаешь огромное удовольствие, и мы вместе с тобой. Спасибо большое. Ну что ж, баллы за этот танец, за это произведение искусства в каком-то смысле готовы. И 19,40 получает Камила Валиева. На лед приглашаются Александра Степанова и Иван Букин.
Александра Степанова и Иван Букин. Очень эффектно получилось. Для начала был трюк с исчезновением Ивана Букина, а сейчас трюк с его появлением. Магия, да и только. И, собственно, весь мир фигурного катания, и это и есть магия. И, кстати, сегодня получилось, можно так сказать, практически на 100%, потому что мы видим, как утирает слезы заслуженная Пелагея. Спасибо большое. Действительно, Леша, ты абсолютно просто вот с языка у меня снял про магию. Я забыла, как дышать. Я просто... Спасибо вам, ребята, за это волшебство, это чудо, которое мы сейчас все были счастливы просто наблюдать. Это все здесь у нас родилось перед нашими глазами. Вообще я хочу сказать, что, конечно, фигурное катание – это удивительный вид спорта, потому что я так до сих пор и не понимаю, что же это все-таки больше. Спорт, повторюсь, с нечеловеческими какими-то возможностями, с демонстрацией такого духа, мощи человеческой. И при этом это действительно шедевры, настоящие шедевры искусства. Какая у вас актерская, потрясающая работа у вас обоих. Какой замечательный турнир, что здесь есть возможность вот так вот артистам, спортсменам, да, полностью свободно выражать свое творчество, свои идеи. Спасибо вам большое, друзья. Низкий поклон. Кстати, Пелагея, для того, чтобы определиться с ответом на твой вопрос, ты всегда можешь, если ты жаждешь увидеть действительно актерскую игру и абсолютно другую сторону наших спортсменов, это, пожалуйста, вашему вниманию «Русский вызов». А если увидеть уже мастерство владения коньком, в том числе и, конечно, фантастическую технику, это соревновательный сезон. Так что фигурное катание не может не понравиться кому-то. Этот спорт для абсолютно всех. Это правда. Спасибо вам. А теперь я попрошу Александра Жулина прокомментировать данное выступление. Мы знаем, что ты работаешь с Сашей и с Ваней, но в этой постановке ты не принимал участие. В постановке этого танца ты не принимал участие. Ну, во-первых, я хочу сказать, что я безумно счастлив быть тренером этой пары. Сегодня они на меня произвели прям мощное впечатление, и я абсолютно не жалею, что попросил Илью Авербуха поставить номер ребятам. Спасибо ему огромное, мне очень понравился номер, очень зашла идея. И хочу сказать вам, что вот, наверное, впервые сегодня я увидел настоящее катание женщины и мужчины, да еще и рожавших. Вот, у них у всех по ребенку, поэтому это очень чувствуется. Они уже пожили в этой жизни, и это очень чувствуется. Спасибо, ребята, спасибо, Илья, спасибо, Леша. Спасибо. Ну что ж, а тем временем баллы уже за это выступление готовы. Итак, внимание. 19,25 балла получают Александра Степанова и Иван Букин. На лед приглашается Дмитрий Алиев. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В томлении грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. Шли годы, бурь порыв мятежный рассеял прежние мечты. И я забыл твой голос нежный, твои небесные черты. В глуши, во мраке заточения тянулись тихо дни мои, без божества,
без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. В душе настало пробуждение. И вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы. Дмитрий Алиев. И сегодня Дмитрий сделал невероятное. Своим выступлением он вызвал не только ваши овации, но еще и снег в апреле. Я также пристально следил за тем, как следили за выступлением Дмитрия уважаемые члены жюри. И хочется сейчас узнать впечатление Анны Щербаковой. Я уверена, что в этом сезоне все очень соскучились по катанию Димы, и что для всех зрителей сегодня это большой праздник, что Дима вернулся. Дима здесь, на соревновательном льду. Программа очень напомнила произвольную программу Онегина, так что думаю, что это большая радость для нас всех видеть тебя снова на льду. Спасибо. А я также еще заметил, что Ильдар там даже проговаривал текст стихотворения и очень пристально следил. Алексей, дело в том, что я очень много в своих концертах исполняю романс на слова Александра Сергеевича Пушкина «Я помню чудное мгновение». И просто пропевал про себя и представлял действительно Александра Сергеевича. И вот то, что сегодня Дмитрий нам исполнил, это было потрясающе. Спасибо, Дмитрий, вам за ваше мастерство, за ваше искусство. И особенно за сальто, которое вы сделали. Я вообще преклоняюсь перед вами, перед всеми, потому что вот буквально 6 лет назад я стал на коньки, и первый мой выход на лед, он был со стулом. И когда вот ребята показывали номер со стулом, я сразу вспомнил себя. Первый свой выход. Ну, это так, опустим. Спасибо большое. Замечательный номер, потрясающее исполнение. Спасибо. Ну, а на данный момент, Ильдар, какими трюками вы владеете, кроме выхода на лед со стулом? Учусь, теперь учусь ездить спиной, скажем, спиной. А вот, когда у меня клюшка есть, да, я держусь за клюшку.
Вот. Но у меня есть прекрасные коллеги, не коллеги, а спортсмены, хоккеисты, которые мне подсказывают и иногда учат. И получается так, что если что, они рядом, я могу за них всегда поддержаться, схватиться. Вот. И иногда даже получается забить шайбу. Спасибо. Ну что ж, мы готовы сейчас в данный момент переходить к оценкам. Итак, Дмитрий Алиев. Дмитрий Алиев получает 18,55. Спасибо, и мы продолжаем. Т-банк, которому доверяют более 55 миллионов человек по всей стране, восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, Т-банк желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. На лед приглашается Анастасия Мишина и Александр Галямов. Уважаемые пассажиры, наш самолет, следующий рейсом из Тбилиси, совершил посадку в аэропорту Пулково. От имени всего экипажа благодарю вас за выбор нашей авиакомпании. Желаем вам приятного пребывания в Санкт-Петербурге. Алло, Ларису Ивановну хочу.
величко, невеличко мой. Уважаемые зрители, рейс Мишина Галямов успешно приземлился в истории русского вызова. Браво, Анастасия Мишина, Александр Галямов! Да, ребята, как же вы круто завели, причем оба стола жюри. Потому что танцевали и не только спортсмены, танцевали также еще и деятели искусств. А у Михаила Калиды, еще и у Антона Сихорлидзе даже началась такая сессия караоке. Что скажете, Миш? Ребят, спасибо вам огромное. Честно говоря, этот фильм один из моих самых любимых, и вы одни из моих самых любимых спортсменов. Спасибо. А какая у тебя самая любимая цитата? Все. Было. Спасибо. Антон? Гамарджа Багинат с водой. Еще я знаю Киндзмараули и Фончкара. Не, ну не надо. Этого достаточно. А помните, там еще был момент, он ему говорит, а вы почему кефир не кушаете, не любите? Помнишь? Мы помним все. Слушайте, ну здорово, веселенький номерочек получился, ну и мы вообще очень вас любим, следим за вами. Здорово, что выбор сделали. И мне показалось бодро, весело и по случаю. Абсолютно точно, Антон. Самое главное, зажигательно. Итак, дамы и господа, Анастасия Мишина, Александр Галямов и оценки за выступление. 19 баллов ровно. На лед приглашается Елизавета Туктамышева.
The only way to save us is through divine intervention. The only way how we'll be saved, divine Елизавета Туктамышева. Как всегда, органично в драматичных номерах. И, конечно же, заслуженные аплодисменты. Ну, пока Лиза к нам добирается, сразу же хочется задать вопрос Екатерине Климовой. Знаете, сейчас этим танцем поднималась очень сложная тема – токсичные отношения. Внутренняя драма человека, девушки. Ты знаешь, Алексей, а я смотрела на Елизавету и думала, что фигурное катание – это не спорт, это все-таки искусство. Потому что Елизавета сейчас, как настоящая драматическая актриса, передавала эмоции через глаза, мимику, жесты. И это было очень красиво, энергично. И настолько легко, что я ловила себя на мысли, что вообще-то эта девушка на коньках, она летала просто по этому дворцу, и это было завораживающе. Спасибо огромное. Очень впечатляет меня сегодняшний вечер, просто настолько впечатлил, вдохновил. Я не знаю, завтра я просто выйду на сцену сама в своем спектакле и порву публику, потому что мне хочется бесконечно выйти на лед и тоже что-то начать делать вместе с вами. Это значит, что мне очень нравится. Спасибо. Спасибо за вербальную оценку данного танца, но еще осталось нажать некоторые кнопочки и поставить свой балл. Ну что, собственно, мы абсолютно согласны и с вашим мнением об увиденном. Ну и хочется пожелать каждому человеку, живущему на планете Земля, чтобы всегда он верил, возможно, даже в какие-то чудеса и в свет, конечный свет. Ну что ж, баллы сейчас уже готовы. Итак, внимание. Елизавета Туктамышева набирает 18,80. Мы приглашаем на лед Викторию Синицыну и Никиту Коцалапова.
Виктория Синицына и Никита Коцалапов. Ваши аплодисменты! Да, такого, если честно, у нас еще не было. И каждый раз мы находим подтверждение тому, что талантливые люди очень находчивые. И даже если обстоятельства против тебя, они находят элегантное решение, чтобы порадовать своего болельщика. И, конечно, мы сейчас желаем Виктории Синицыной быстрейшего восстановления и возвращения, конечно же, на лед. Юбилейный. Отправляем всем залам лучики здоровья, счастья и любви. Алена, хотелось бы спросить вас по поводу решения, которое нашли фигуристы. Вы все понимают, да, что сравнительно недавно Виктория получила травму и хотели пропустить данный турнир, но все же, когда человек захочет, он может абсолютно все. И действительно нашли такой выход из положения. Как вам? Это невероятное выступление. Я нахожусь в глубоком потрясении. И насколько можно любить свое дело, то, чем ты занимаешься, чтобы, даже имея травму, найти способ так прекрасно выступить и, возможно, выступить невероятно, как никто до этого это не делал в фигурном катании. Великолепное платье в стиле романтичный деконструктивизм, которое так плавно продолжало движение, было инструментом движения, очень грамотно, профессионально подобрано. Вы невероятные, спасибо вам за это. Какой нежнейший отзыв. Спасибо. Не забудьте поставить оценку. Александр Жулин что скажет по поводу данного номера? Мне очень трудно оценивать. Опять же, это моя пара. Все они мои ученики любимые. И Вика, я ей желаю огромного здоровья. И выкрутились они, конечно, на все 10 баллов. Потому что номер блистательный. Не забываешь совершенно, что она без коньков. Ну и Никита молодец, в конце подтянулся. Видно, что руки до сих пор сильные. Красавчик. Молодцы. Спасибо, Саш. Ну, а мы, конечно, благодарим за такой, правда, сумасшедший, воздушный номер Татьяну Навку и ее команду за то, что приняли непосредственное участие в создании данного шедевра. Ну, а сейчас подошло время оценок. Итак, 19,70 получает Виктория Синицына и Никита Коцалапов. И на данный момент это баллы лидера русского вызова 2026 года. Поздравляем. На лед приглашается Петр Гуменник. Подходящие параметры. Мне нужна ваша одежда, ботинки и мотоцикл. Ты забыл сказать «пожалуйста». Уберите его от меня.
Hasta la vista, baby. I'll be back. Ярко, точно, Петр Гуменник. Мы видим по реакции зала, что это удачный выбор блокбастера. Многие сейчас задаются вопросом, а свой ли у Петра пресс? Или все же это костюм? Но если присмотреться, ответ очевиден. Конечно же, свой. У меня, конечно же, вопрос к Эльдару. Вы с Петром ведь знакомы? Вы вместе были на одном мероприятии, насколько я знаю. Да, у нас сложился дуэт. И как? Рассказывайте. В Москве как-то недавно на концерте у Игоря Яковлевича Крутого мне посчастливилось исполнить несколько произведений Игоря Яковлевича, где Петр как раз и выступал на одном из произведений. И я когда пел, я волновался за Петра, потому что я смотрел на него, я им восхищался, я им волновался. Знаете, я не думал про текст, про себя, как мне нужно спеть. Я был весь в Петре. Петр, спасибо тебе за твое выступление на Олимпиаде. Ты покорил весь мир. Ты еще раз сказал, что Россия – это лучшая страна, это страна, которая производит невероятные таланты в фигурном катании. Невероятная страна, которая полна талантами как в искусстве, так и в спорте. И я очень надеюсь, что следующая Олимпиада мы все попадем, и мы будем болеть за Россию, и мы победим! Спасибо, Ильдар. Самое главное, чтобы вот эта коронная фраза «I will be back» сработала на 100%. Мы будем там, и мы победим. Спасибо. Ну а сейчас, внимание, баллы уже готовы. Итак, Петр Гуменник, 19,55. А сейчас мы приглашаем на лед Евгению Тарасову и Владимира Морозова.
Евгения Тарасова, Владимир Морозов. Постановка главного мультхита о фигурном катании «Ну, погоди!». Вот, кстати, ребята, вы же идеальная иллюстрация принципов нашего турнира. Принести зрителям радость и хорошее настроение. Спасибо, ребята, огромное вам за эту историю, показанную на льду вами. Ждем вас! Ну что ж, друзья, у меня для вас есть такая небольшая предыстория. Сейчас расскажу. Она правда заинтересует вас. Я вижу, как вы заинтригованы. А я умею держать интригу. Ну, вы правда сейчас будете удивлены. Я вижу, как ребята, им не терпится узнать, о чем же я буду вещать. А я буду. Вы пока поаплодируйте, пожалуйста. Ну, погоди, мы смотрели, смотрим и всегда будем смотреть. Ладно, возвращаемся к предыстории. Дело в том, что этот номер должен был быть поставлен на прошлый «Русский вызов», соответственно, 2025 года. Но Женя не смогла в нем принять участие, потому что, все прекрасно знают, Женя была беременна. Родилась дочка. Вов, хорошо, что в этом году у тебя была возможность поучаствовать в «Русском вызове». Он какой-то счастливый все же. У меня кое-что для тебя есть. Небольшой сувенир. Это, кстати, небольшой подарок от Марии, твоей супруги. Есть догадки? Я думаю, сейчас и без слов все понятно, и пришло время поздравить! Именно в этом костюме и хочется принимать вот такие новости. Поздравляем, Вов! Ты станешь отцом. И поверьте, мультиков в твоей жизни станет гораздо больше. Маша Кусумова и ты. Поздравляем! Ты пошел? Подожди. Хотя иди. У тебя начинается новая страница той книги, которую ты пишешь. Ну что ж, а сейчас, после таких новостей, пришло время посмотреть на баллы. Итак, 19 баллов ровно. Но это сейчас не важно. Мы еще раз поздравляем тебя. Я думаю, что как раз вот эта новость и есть самая настоящая, искренняя и главная золотая медаль всей твоей жизни. Спасибо, спасибо. Пойду к своей жене. Беги, беги. Евгения Тарасова, Владимир Морозов, ваши аплодисменты! «Русский вызов». Мечты сбываются. Ну а сейчас на лед приглашается Аделина Сотникова.
Так много хочется сказать. Так поздно это понимаю. И с болью в сердце принимаю, что время не вернется вспять.
Пусть кажется, разлука будет вечной. Но этим мою веру не сломать. Я постараюсь путь свой на земле пройти достойно, чтобы с тобою встретиться опять. Ваши аплодисменты, Аделина Сотникова. Прекрасный, элегантный номер в исполнении Аделины Сотниковой. Хотелось бы пообщаться немного с Женей Медведевой. Ее эмоциях. Конечно, садись. Женечка. Как мне кажется, сейчас на льду мы увидели глубоко личную историю. И я думаю, что каждый сидящий человек в зале сам для себя увидел эту историю под определенным углом. Я хочу выразить огромную благодарность Аделине за ее возможность и за ее талант катанием и своими эмоциями доводить людей до тех эмоций, эмоции, которые были заложены в музыке. И сейчас Аделина выступала лично для меня как проводником между замыслом жизни, замыслом музыки и льдом, и нами. И это явно глубоко личная история, пускай она остается такой же, но послевкусие у меня останется очень-очень надолго, и уверена, что не только у меня. Аделина, очень скучали по тебе на льду, и желаем тебе самого-самого-самого светлого в жизни, и всегда ждем. Спасибо. Спасибо. Абсолютно точно сказано. И, конечно же, номер Аделины абсолютно точно попадает в цель. А у нас уже готовы оценки. Итак, Аделина Сотникова. 18,35 балла. На лед приглашаются Василиса Кагановская и Максим Некрасов.
no backward glances or games of make-believe are at an end. Stop thought of right or wrong. One final question: how long should we wait before we're won? When will the blood begin to race? The sleeping blood burst into bloom. When will the flames at last consume us? Past the point of no return, the final threshold, the latest crust, so stand and watch and we've passed the point of no Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Ну а также горящая роза как символ ощущения от этого номера. Потому что призрак оперы всегда звучит мощно, пронзительно. И, конечно, всегда нужны детали. А здесь и живой огонь, и цветовая гамма, и грим. Все работает для ребят. И сразу же возникает вопрос к Елизавете и Ильдару. Вы почувствовали себя немного на работе? Ильдар, Елизавета. Публика, дорогие наши, спасибо вам огромное за поддержку. Это потрясающе. Слышать ваши голоса и ваши аплодисменты. Давайте еще поддержим. Алексей, я просто в счастье, когда я ухожу с работы и снова прихожу на работу. И вновь я слышу голоса прекрасные моих коллег, но это говорит еще о том, что как гармонично Максим и Василиса смотрелись в «Phantom of the Opera». Это такая пластика, это такое понимание образов, это ощущение вот этого трепета между персонажами. Как вы это передали, но это необыкновенно. Хотелось вас смотреть все больше и больше. Не хотелось, чтобы вы останавливались. Спасибо вам! И у вас будет такая возможность 1tv.ru. Кстати, по поводу работы, можно просто с нее даже и не уходить. Я так и понял. Работать 24 часа в сутки, прям в коньках. Но у вас немного другое. Но все же, Елизавета, что скажете? Я полностью поддерживаю слова Ильдара, и я бы хотела увидеть полный спектакль в вашем исполнении. Ваше желание — закон для нас. И просим вас, Елизавета, выставить свой балл.
Благодарим всех, ну, конечно же, прежде всего вас, ребята, за эту мощь, за ваше настроение. И, конечно же, Алексея Горшкова и Анжелику Крылову, Максим Ставицкий, Албена Денко, всех-всех, кто причастен к этому, по правде, шедевру на льду. Итак, оценки. $18,90. А мы продолжаем. Встречаем на льду победителя русского вызова 2025 года Марк Кондратюк.
слов Марк Кондратюк! Ну что ж, мне кажется, абсолютно комфортно было сейчас Марку Кондратюку в этом образе одержимого успехом фигуриста, музыканта. Вы согласны? Марк Кондратюк! Невероятная харизма, и, конечно же, всегда на лидирующей позиции выходит та энергетика, которая присуща всегда Марку Кондратюку. Я заметил, как очарованы были твоим танцем члены жюри. У меня прежде всего вопрос к тебе. Ты тренируешься всегда вот до последних сил или все-таки можешь сделать себе паузу в работе? Я нахожу даже чуть больше сил. Иногда беру силы в кредит. Потом на пенсии отдохну. Я тебе расскажу, как там на пенсии. Кстати, говоря о пенсии, слава богу, ушел и больше теперь не участник русского вызова, а то после таких номеров. Да, возвращаюсь. Антон, что скажешь? Драйв. Ух. Ну, во-первых, такой номер очень тяжело катать. Марк, это классная работа. И много фишек разных, подпрыжки необычные. Это все ты изобрел, отучил, это здорово. Ну и вообще он такой цельный получился, с мыслью номер. И мне думается, это то, о чем этот проект. Спасибо. Правда, удивительно было слышать именно слова Илья Вербуха «уволен». Но я вообще внимательно слежу за нашими членами жюри. И действительно, все получили удовольствие от твоего номера. Но это больше, чем номер. Ну что ж, мы готовы сейчас уже увидеть и услышать тебя. Просто хотел спасибо сказать всему юбилейному. Это был замечательный сезон спортивный. Спасибо, что смотрите фигурное катание, что любите фигурное катание. И я рад завершить этот сезон здесь, сейчас. Спасибо большое. И это определенное эффектное завершение сезона, но все находящиеся здесь сейчас зрители и по ту сторону экрана, они как раз любят фигурное катание из таких спортсменов, как ты. Ну а сейчас возвращаемся к сути турнира. Интересно посмотреть на оценки жюри. 19,30. На лед приглашаются Татьяна Волосожар и Максим Траньков.
Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Насколько мне известно, вот сегодняшний номер как раз на тему «Солярис» Тарковского, как раз это была мечта Максима Транькова. И он ее реализовал здесь, на «Русском вызове». Так и должно быть. Татьяна Волосожар, Максим Траньков. Екатерина Климо. Вот здесь потребовалось в этом танце, в этой истории недюжинная доля актерских способностей. Что скажете? Я в восхищении. Это блистательный номер. Татьяна, Максим, вы настолько гармоничны. У нас называется это «Петелька-крючочек». И вы мастера своего дела. Это видно, как вы наслаждаетесь дуэтом своим, как вы наслаждаетесь материалом, который вы взяли. Вы уже знаете, о чем вы танцуете и играете. Это передается зрителям. Я получила колоссальное удовольствие, глядя на вас. Вы просто блистательные актеры, спортсмены. Спасибо вам. Этот номер — подтверждение того, что вот действительно ради таких номеров, да, делается наше шоу, потому что мы переполнены эмоциями. Спасибо. Спасибо. Не забудьте поставить свою оценку. Ну, ребята, я знаю, что вас связывает одна история с одним из членов жюри. Алена Ахмадуллина. Вы шили платье на вашу свадьбу. Получается, до этого мы оценивали вашу работу, а теперь вы оцениваете нашу. Как вам? Ребят, ну как вы довольны свадебным платьем? Мы вложили всю душу. До сих пор носим, да. Я до сих пор с удовольствием по вечерам снимаю ваше платье, Татьяна. Спасибо. Спасибо. Мне нравится формат «Русского вызова». Семейный турнир на билетах 0+. И самое главное – искренность. Вот что поражает. Спасибо. Достойно. Ну, а сейчас оценки. Татьяна Волосожар, Максим Траньков. 19,45 балла. Встречайте на льду Алина Загитова. Ali, Ali, hitar
Легко, воздушно, Алина Загитова. В Петербурге уже вечер, и, конечно, логично завершать наш турнир колыбельный. Правда, Алина сумела колыбельную сделать драйвовой. Ну и, конечно, сейчас хочется обсудить мнение членов жюри, услышать это мнение. И конкретно со специалистом по фолку. Пелагея. Да, мне очень понравилось. Просто как птичка. Легко, как будто бы ничего тебе это не стоило. А на самом деле столько труда стоит за этой красотой. Ну и действительно, мне кажется, когда вы выбираете для своего выступления национальные мотивы, вот они помогают, как будто бы, да, наши предки в этот момент тоже нам отдают свою энергию. Прекрасный выбор и композиции, и костюмы. Это все так красиво было. Спасибо большое. Спасибо. Лиза, я видел, как ты очень внимательно следила за номером Алины Загитовой и с так широко раскрытыми глазами. Во-первых, это было очень красиво. Во-вторых, в этом номере были очень точно подобраны национальные хореографические краски, оттенки, которые как раз давали нам вот эту атмосферу, эту национальность, эту красочность, этот колорит. Этот номер был настолько легким, что хотелось смотреть его дальше и дальше, чтобы он не заканчивался. Спасибо большое. Спасибо. Эльдар. Алиночка, ну вы показали все краски народного татарского народного фольклора. Спасибо вам огромнейшее. И отдельно хочу поблагодарить моего друга Айдара Гайнуллина за эту прекрасную аранжировку. Это было, фантастически. И знаете, вы, музыка, это все мне очень родное. Я сам на этом вырос. У меня было ощущение, что я вот был в той колыбели, которую вот вы раскачивали. И вот эти эмоции, они, конечно, вошли для меня, прям до глубины моей души и затронули струну моего сердца. Спасибо, Алиночка, спасибо вам большое. Рахват! Самому захотелось избежать суеты мегаполисов, сбежать куда-нибудь в деревеньку и отдохнуть от всего и от всех. Наверное, так и сделаю после нашего турнира. Алин, давай вместе посмотрим. А можно я сначала подарю подарки? Пожалуйста. Так. Татарское гостеприимство. Чук-чук. Уп. Спасибо большое всем. Спасибо. Спасибо большое, зрители. Мы вас так любим. Рахмат Бигзур. Ну, а сейчас посмотрим. Благодаря Чак-Чаку получим мы более высокие баллы или нет. Итак, Алина Загитова, 19 баллов ровно. Остается буквально 2 минуты перед тем, как мы закроем зрительское голосование. Поэтому используйте свой шанс повлиять на результаты. Это очень важно. Я вновь напоминаю, что каждый зритель, который сейчас находится во Дворце спорта «Юбилейный», имеет возможность сделать свой выбор наравне с профессионалами в жюри. И еще один подарок для всех. Для русского вызова. Это будет очередной показательный номер. Встречайте, хореограф и танцовщик Ильдар Гайнудинов! Внимание! Это номер не на льду. Встречайте!
Ильдар Гайнудинов! Сверхтанец у человека, который имеет сверхвозможности. Ильдар, не убегай, прошу тебя. Нам просто хочется узнать, наравне с участниками турнира, каково это без коньков? Ну, я-то кайфую на самом деле. А тебя хотелось бы услышать. Ой, я очень люблю фигурное катание. Конечно, мне хотелось бы попробовать, но пока такие риски я на себя взять не могу. Поэтому делаю максимум того, что могу здесь. Вот. Но, судя по всему, ты просто набираешь материал определенный для того, чтобы с этим материалом впоследствии выйти на лед, правильно? Да, но, конечно, можно попробовать на льду это сделать. Не знаю, мне кажется, я упаду. Если сейчас... Тебе не кажется? Да. Лед скользкий. Да. Хотя в замше можно попробовать. Я не знаю, мне кажется, рисковать не буду. Потом. В другой раз. А сегодня, скажи, ты следил за теми, кто выходил на лед? Есть любимчики? Честно говоря, я так был сосредоточен чуть-чуть сегодня на себе. Я в зале репетировал, проходил, грелся, поэтому я пока потом посмотрю все, что здесь было. Вот, интересно. Ты можешь посмотреть легко на 1tv.ru, и тем более у тебя есть Женечка Медведева, которая тебе в подробностях все объяснит, как и что. Да, спасибо. Мега круто. Спасибо. Ну что ж, а пока мы ждем оценки, давайте пообщаемся с Антоном Сихарулидзе о его общих впечатлениях о том, что сегодня происходило здесь, во Дворце спорта «Юбилейный». Еще раз добрый вечер, друзья. Во-первых, мы хотим поблагодарить вас за то, как вы тепло принимаете наших ребят. И сегодня, и в течение всего сезона у нас всегда в Питере был полный стадион, и вы подбадриваете, помогаете не только лидерам, но и всем нашим спортсменам. Мы вам очень за это благодарны. Ну, а если говорить о нашем турнире, то, наверное, нужно уделить внимание еще одной тонкости. Такой турнир шоу-программ проводится только в одной стране мира. У нас в России. И мне интересно ваше мнение. Вам понравилось? Да. На следующий год будем делать? Да. Отлично. И нам тоже это все нравится. Я уверен, и нашим ребятам приятно выступать на этом турнире. И, кстати, это заключительный турнир в этом спортивном сезоне. Поэтому давайте поздравим наших ребят и пожелаем им уже успехов в следующем сезоне. Антон, наш ответ ты услышал, мы готовы. А вы будете проводить «Русский вызов» на следующий год? Мы, как вы. Если вы сказали «да», значит, мы все сделаем. Спасибо большое. Ну и, конечно же, Первый канал дает возможность увидеть абсолютно все грани наших золотых спортсменов. И хочется, конечно, задать вопрос Ильдару. Как вам? Ваши впечатления? Не замерзли ли? Нет, точно не замерз, наоборот. Я сижу, и мне, на самом деле, очень тепло, очень даже горячо. И я хочу поблагодарить за приглашение Антона и всю команду за то, что у меня есть такая уникальная возможность наблюдать за этим прекрасным искусством здесь вот так вблизи.
Спасибо всем участникам. Это было невероятное. Я бы даже не сказал шоу. Это был какой-то театр невероятный. Спасибо за ваше искусство. Спасибо то, что вы есть у нас. Вам низкий поклон. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы благодарим всех, конечно же, спортсменов за эмоции, за этот праздник спорта, праздник искусства и, конечно, за то удовольствие, которое вы доставили своими яркими программами. Остается лишь одно – узнать имя победителя и имена тех, за кого активнее всего давали голоса, треть силы нашего жюри. Деятели искусств, фигуристы и болельщики в юбилейном. Т-банк, которому доверяют более 55 миллионов человек по всей стране, восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, Т-банк желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Ну а начнем мы с результатов, которые мы получали от жюри. Итак, внимание, тройка лидеров. Итак, на третьей позиции Татьяна Волосожар, Максим Троньков. На второй Петр Гуменник. И на первой позиции Виктория Синицына и Никита Коцалапов. Однако, давайте теперь посмотрим, за кого голосовали зрители. Кто знает, может быть, именно ваши баллы пришлись очень кстати кому-то из фигуристов. И зрители сделали свой выбор. На третьей позиции Виктория Синицына, Никита Коцалапов. На второй позиции Анастасия Мишина, Александр Галямов. И на первой Петр Гуменник. А теперь внимание. Нам нужно посмотреть, повлияли ли эти результаты на общие результаты. Сейчас мы посчитаем сумму баллов от членов жюри и зрителей. И только после этого мы сможем объявить вердикт и назвать имена, а возможно и имя абсолютного чемпиона. Ну а сейчас как раз давайте поддержим наших спортсменов, потому что они свою работу выполнили, но сейчас очень трогательные секунды. Сейчас то время, когда, возможно, даже волнение зашкаливает. Оно более сильное, нежели то время, когда как раз эти самые спортсмены выходят на лед. Итак, второе место. Мы точно знаем, кто занял. Это Виктория Синицына и Никита Коцалапов. И на первом месте дайте шуму юбилейный! Я думаю, здесь все очевидно. Петр вновь первый! Петр Гуменник! Петр становится победителем русского вызова 2026 года. I will be back. И это сработало. Но мы еще не назвали тех, кто на третьем месте. Анастасия Мишина и Александр Галямов. Поздравляем всех призеров, поздравляем всех победителей данного русского вызова сезона 2026. Пьедестал победителей сформирован. Но это далеко еще не финал нашего сегодняшнего вечера. Русский вызов, кроме баллов, еще
Как вы понимаете, эмоциональный турнир. Наши судьи смотрели на лед и находили в выступлениях что-то близкое к себе. И поэтому прямо сейчас каждый член жюри вручит свой собственный приз, личный приз, и сделает свой выбор. Начнем, пожалуй, с танца и хореографии. Елизавета, чьи хореографические находки, грация, пластика покорили вас? Марк Кондратюк. Марк Кондратюк! Просим на лед вновь. Забирай свой приз. Переходим к стилю и визуальной эстетике. Потому что на нашем турнире костюм – это тоже в какой-то степени искусство. Специальный приз вручает Алена Ахмадулина. Александра Степанова и Иван Букин. Александра Степанова, Иван Букин. Мы движемся дальше. Номинация за кинематографичность и актерскую работу на льду. Свой специальный приз вручает Екатерина Климова. А нельзя 2 приза? У меня сердце разрывается, я не могу. Можно! Только 1 могу. Ты можешь все. Мне нужен еще 1 специальный приз. Будет. Тогда Просто сейчас назови имена. Матвей Ветлугин Матвей Ветлугин! получает специальный приз от меня. Екатерина Климова. Но мне еще хочется Матвей наградить. Ветлугин. Спасибо большое, Матвей. Ты классный. Удачи тебе. И кто же еще? Мы обязательно сделаем еще один кубок. Хорошо. Татьяна Волосожар. Татьяна Волосожар. Максим Траньков. Максим конечно. Траньков. Ну, конечно. Спасибо. Пока нет, ребята, мне дадут его. У меня его пока нет. Спасибо. Екатерина, вы не беспокойтесь, Максим Траньков также работает на Первом канале, так что все будет. И самое главное, конечно, те эмоции от выступления наших фигуристов. Это основа русского вызова. Пелагея, предлагаю наградить фигуриста самым ярким и органичным, на твой взгляд, музыкальным С удовольствием. сопровождением. Если можно, я хотела бы буквально 4 строчки спеть, в которых, мне кажется, заключены те слова, которые мы бы хотели всей страной сказать всем нашим спортсменам. Можно на секундочку тишину, если можно? Будет добрым год, хлебород, было всяко, всяко пройдет, пой, золотая рожь, пой, кудрявый лен, пой о том, как я в Россию влюблен. Спасибо вам, друзья. Спасибо, Пелагея. Браво, какой голос. Спасибо большое. Это все, потому что меня так вдохновили наши прекрасные ребята. И я хотела бы свой приз вручить Дарье Садковой. Дарья Садкова! Специальный приз от Пелагеи получает Дарья Садкова. И, наконец, Ильдар Абдразаков и его специальный приз за самые яркие эмоции и глубокое проникновение в образ. Просим! Ну, раз уж пошла такая тема,
Можно Сколько кубков еще делать дополнительно? Да всем я бы раздал. Можно музыку выключить? Вай балабалам, вай балабалам, ой да на комаша. Вай балабалам, вай балабалам, ой да на комаша. Биграк матуре шетена, sanduaşlar tavaşa. Bigrak matore şetena, sanduaşlar tavaşa. Итак, мой приз идет Алине Загитовой. Алина Загитова получает приз из рук Ильдара Абдрасакова. Ну а для следующего действия я хочу пригласить президента Федерации фигурного катания на коньках России Антона Сихарулидзе для очень важной миссии. Дело в том, что наши опытные зрители, болельщики наверняка заметили, что некоторые спортсмены выбрали путь сложных элементов. Поэтому пятерка профессионалов из мира фигурного катания определила обладателя специального приза за самую насыщенную с точки зрения фигурного катания программу. Антон. Спасибо. Дорогие друзья, во-первых, та часть жюри, которая представляет спортсменов, хочет поблагодарить наших коллег, артистов, модельеров, которые помогали нам судить сегодня. Мы вас очень за это благодарим. Ну, а решение мы приняли следующее. Мы хотим отметить номер про наших паралимпийцев и Матвея Ветлугина. И поздравить еще раз наших братьев-паралимпийцев с великолепным выступлением на играх. Давай. Антон, ты куда? Теперь же тройка победителей. Одну секунду. Давайте так. У Матвея 2 приза. И передадим 1 приз нашим братьям-паралимпийцам. Ты президент, ты решаешь. Антон, а ты куда ушел? Вы всегда уходите после того, как принято решение? Но впереди же новая страница нашей жизни, не так ли? Так ли? Давай вместе будем награждать тройку победителей. Итак, бронзовая награда. Бронза нашего русского вызова. Анастасия Мишина, Александр Галямов. Четыре года вы шли к этому трофею. И, конечно же, многочисленные ваши болельщики вместе с вами проходят этот путь. Но дальше, как говорится, больше. Серебро. Виктория Синицына, Никита Коцалапов. Мы вас поздравляем. Конечно же, любовь в сердечке абсолютно всем. Но, наконец, чемпионы. Итак, кубок у меня же на столе. Это я по привычке уже все себе. Но ты старше, тебе и вручать.
Давайте произнесем имя и фамилию того, кто выиграл в этом сезоне «Русский вызов». Итак, вместе. Петр Гумени! Ну, а кроме того, награды ждут лучших спортсменов из разных дисциплин. Тех, кто набрал самую высокую среднюю сумму баллов. И начнем мы с девушек. Лучшая спортсменка с самыми высокими средними баллами. Камила Валиева. В дисциплине спортивные пары самыми результативными стали Анастасия Мишина, Александр Галямов. Лучшими среди танцевальных дуэтов стали Виктория Синицына, Никита Коцалапов. Ну и в одиночном катании среди мужчин на первом месте опять он, Петр Первый. Я приглашаю сейчас всех спортсменов на круг почета. Петь, ты как самый ответственный, самый мощный, самый организованный, дисциплинированный, просим тебя выйти на лед и возглавить нашу делегацию лучших спортсменов мира. Наш ледовый вечер завершен. Спасибо абсолютно всем. Спасибо юбилейный. Спасибо Санкт-Петербург. Спасибо спортсменам, спасибо членам жюри. И, конечно же, в первую очередь вам, зрителям, за то, что вы сделали «Русский вызов 2026» настоящим праздником. С вами был Алексей Ягудин. Любите фигурное катание и всегда оставайтесь на первом. До встречи в новом сезоне!